Asus BE98. Это Asus ROG Raptor BE98. Wi-Fi 7 роутер. На 10 гигабит не только WAN, еще и LAN порт на 10 гигабит, который мы проверим обязательно в нашей студии, с учетом того, что у нас есть 10-гигабитный интернет, но с некоторыми нюансами. С обалденно крутым дизайном увидите на распаковке. Не буду сейчас на это тратить время, но при этом это Wi-Fi 7 роутер. Наконец-то Wi-Fi 7 у нас вошел в официальный стандарт, его официально презентовали и уже сертифицировали. Поэтому официально эти роутеры уже есть. Пока нет в моей стране, в Украине. Честно говоря, трудно его достать. Я покупал его на предпродаже, на предрелизной, на Амазоне очень быстренько. Сейчас покажу, где и цена была на него просто запредельная. Ну, тут уж, знаете, старт продаж. Хочешь быть первым, будь готов платить. В общем-то, на канале Технозон вот этот вот крутейший роутер. Поехали. Слушайте, ну мы его сейчас отставим. Конечно же, увидите чуть-чуть позже распаковочку, коробочка. Видели, какая? Смотрите, здесь такие меняется картиночка, красиво сделали, все красиво тут расписали. Все характеристики мы сейчас с вами узнаем уже с сайта продавца. Что мы использовали для тестов? Мы использовали вот такой вот Asus адаптер. Это у нас XJ, вот как он, C100C. Да, вот такой вот. Вот такой вот XJ C100C. Хотите, я вам даже маленький обзорчик отдельно на него сделаю. Обыкновенный адаптер 10-гигабитный, уникален тем, что в нем он поддерживает все практически скорости, все градации скорости. 10, 2,5, 1 гигабит. Ну, короче, как-то так. То есть вот он универсальный. Без доп. Питания, без ничего вставил и работает. Использовали Intel BE200 адаптер. Ну, вот такая себе платка. Вот такая вот вы ее видите на Wi-Fi 7. И использовали Asus ROG 7, но с некоторыми оговорками. Давайте сначала посмотрим сайт производителя. 4-диапазонный игровой маршрутизатор. Вообще, слушайте, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот крутые обзоры. 4-диапазонный игровой маршрутизатор GT-BE98. Есть, кстати, уже Pro-версия GT-BE98 Pro. Там больше пропускная способность, там AX3000. Заявлен здесь у нас AX25000, по-моему, да, BE25000. Конечно же, поддержка Wi-Fi 7, 320 МГц, 6 ГГц диапазон Wi-Fi, 4.096 CAM, как они называют, QAM, и 25 гигабит у нас с вами тотальная пропускная способность всего этого роутера. 10-гигабитные порты, все порты 2,5 гигабита, с функциями VPN, с наградой у нас, с золотой наградой. И тут есть даже какие-то обзоры. Слушайте, но дело в том, что я, когда брал его, я понимал, что я беру флагман. Флагман на долгое время, и я знал о некоторых нюансах, с которыми столкнусь. Смотрите, у нас 4 диапазона. В диапазоне 6 ГГц у нас пропускная способность 11529, в 5 ГГц 5764. В первом диапазоне у нас здесь 4 диапазона будет, он 4-диапазонный. 5 ГГц вторая сеть до 5764 и диапазон 2.4, тотальная пропускная способность 1376. Канал 320 МГц, схема модуляции 4096 CAM. Мультилинк, но мультилинк пока еще не завезли. На старте, скажем так, продаж этого роутера мультилинк будет добавлен уже, я так думаю, что с поддержкой мультилинка в Windows 11, потому что в Windows добавят его с версии 24H4. Да, они обещают, это будет как минимум середина лета 2024 года. Но тут уж знаете как, их сертифицировали, в ногу со временем идем, будем первыми. Само собой, Asus нам пообещал, ну, я писал в поддержку, когда сказал, что MLO нет. Они говорят, да, это так и должно быть. То есть мы выпустим апдейт, когда уже мультилинк войдет, потому что здесь мультилинк-то не такой, как в китайских роутерах. В китайских роутерах нет 6 ГГц для Wi-Fi 7, а здесь будет мультилинк и для 6 ГГц, и для 5, и для 2,4. Тут нужно понимать, что им над этим нужно еще работать и согласовывать между всеми продуктами, которые есть на рынке. Дальше у нас высокая продуктивность.
Процессор четырехъядерный с 2,6 ГГц. Ничего себе, без мертвых зон. Кстати, насчет мертвых зон, вот эти вот антенны какие-то сумасшедшие, я обычно в своих обзорах делаю обзор покрытия, когда мы берем там какое-то устройство, идем в нашей студии в разные углы и меряем там процент падения. Из этого мы понимаем, хороший роутер или плохой, потому что мы тестировали, мы уже выстроили для себя шкалу какую-то, какой-то грейд того, как должно падать, а здесь мы ходим 80 квадратных метров и не понимаем, как его тестировать, елки-палки. У меня так и не получилось нормально понять, докуда он все-таки покроет, потому что всю нашу студию он покрывал с максимальной производительностью. Видите, как они здесь и пишут, без мертвых зон. Действительно сумасшедший роутер в плане покрытия. Конечно же, тут очень крутое охлаждение и очень много различных портов со специальным Asus ROG игровым портом на 10 гигабит с приоритизацией. Мультиван подключение. Короче, очень много всего крутого. У нас есть, скажем так, ускорение для всех игр. Все очень красиво. Режим мобильных игр действительно красиво. В самих характеристиках смотреть особо нечего, мы их уже проговорили. Это стандарт 802.11be максимальный Wi-Fi 7, он поддерживает в обратной совместимости до 802.11n, это совсем уже такой старый стандарт. Скорости мы уже с вами обговорили. Схема MIMO, так называемая 4×4 во всех диапазонах. 256 мегабайт флеш памяти и 2 гигабайта оперативной, на секундочку. При том, что здесь есть еще и бизнес такие решения, как гостевые порталы для кафе, для гостиниц и тому подобное. Есть VPN гостевые сети, есть туннелирование, есть поддержка VLAN, есть огромное количество различных плюшек. Поэтому я вам скажу, на текущий момент для меня это флагман. С учетом того, что он еще будет развиваться, ну больше тут смотреть нечего. С учетом того, что он будет развиваться, это просто топ. Умудрился его отхватить на Амазоне, сейчас на Амазоне его уже нет. И вообще то, что выпускали сейчас, прикиньте, например, Wi-Fi 7 BE 19000, это 96, сейчас еще продается по цене $715. То есть на текущий момент, вот оно, 14 предложений по $715 есть они, их можно отхватить, но это не Asus ROG серия. И 98-е уже не продаются, продаются Pro, и то их уже нет в наличии, они появились, и куда, короче, все, там что за пару минут разгребли, все. Просто все. Но если вы из Украины, не торопитесь покупать даже через NP Shopping, потому что 6 ГГц у нас тоже не сертифицировано, и завести его будет достаточно тяжело. Я долго объяснял, что он мне не для повседневной работы, там еще кое-какие моменты, о которых я умолчу, да и не тема этого обзора. В общем, ссылки на проверенных продавцов в описании под видео, не знаю, стоит ли или нет, но хотя не стоит, пока его нет в широкой продаже у нас, это будет бесполезно. Но мы переходим, распакуем и на обзор, и на тест. Приехал. Asus ROG Raptor GT BE 98. Сейчас я поставлю камеру, я вам сейчас покажу один прикол. Смотрите, как коробочка переливается. Смотрите, когда я ее начинаю открывать. Смотрите. Это просто красиво. Ну давайте вообще открывать. Что мы ждем? Смотрите, как это открывается. Открывается это вот таким вот образом. Смотрите. Вот так вот. Раз, два. И вот он красавчик-то у нас. Такой красивый. Ёлки-то палки. А ну-ка. Давайте, короче, сейчас посмотрим комплект. Потом я его достану, и вы будете, и будем уже его рассматривать более близко. Здесь у нас еще в комплекте блок питания, ну и кабель, само собой. Кабель, кстати, Cat6. Вот за это огромное спасибо. Короче, выставляю его и будем сейчас с вами его рассматривать. Вы вообще видели этот дизайн? Вы этот дизайн видели? Ну, во-первых, вот эти штуки, я, конечно, за безопасный интернет, но не настолько, поэтому вот эти вот... Я не буду их называть своими именами, YouTube не сильно любит, придется их снять, конечно же. Давайте снимаем. То есть, ну, вы поняли, да, намек. Кнопка WPS, кнопка LED. LED-панель. У нас вот этот вот дизайн, это просто нечто.
Это просто, мать его, нечто. Я вам серьезно говорю, это настолько красиво. Мы еще включим, посмотрим, как это выглядит с подсветкой. Но нас интересуют тут порты. Во-первых, есть USB. Ну, это не 3.0, это 3.1, скорее всего. Не 3.0. 2.0, кнопка включения питания и разъем для питания. Питание, кстати, 65 Вт. У нас блок питания вот такой вот. И тут такой. Опа! Наверное, в сапер играть. Короче, штука. А ну напишите в комментах, подойдет такая в сапер играть? Не? Кто-то играл в сапер на таких штуках? Ладно, неважно. Интерфейсы. У нас есть WAN LAN 10 гигабит, есть еще один LAN 10 гигабит дополнительный, есть 4 LAN 2,5 гигабита, один из них WAN. При этом у нас есть еще такой атовизм, LAN 1 гигабит, короче, я не знаю, старючий, зачем его сюда влепили, его уже выкинуть пора. Ну, такое, нормально. Вообще идеальный набор портов, нормально, я имею в виду 1 гигабит, хотя его уже можно было и не ставить. Это такое совсем-совсем, не знаю, что сюда влеплять. Но вот очень классный набор портов. Мне очень интересно, можно ли сделать Double WAN, вот такое вот агрегировать. Сейчас будем включать. Не знаю, вообще ничего не знаю, я его еще не включал, только-только получил. Amazon рулит. Ладно, пошли подключать и тестировать. Ну что, тест. Начинаем конкретно с тестов. Здесь мы установили сетевую карту, сейчас я вам покажу, 10-гигабитную. У нас вот настроечки. Вот у нас Connect 10 гигабит. Вообще не вопрос, все хорошо законнектилось. В диспетчере устройств сетевые адаптеры. Вот, пожалуйста, Asus XG C100C 10-гигабитный PCI-Express Network адаптер. Все тоже работает. Очень хорошо, потому что тестируем мы сразу на IPR. Тут тестов-то, именно конкретно если брать с этим адаптером, с учетом нашего 10-гигабитного роутера Asus BE98, то тут будет всего лишь один тест. И будет он вот такого типа. Мы подняли в нашей подсети, то есть у нас завязано 2 роутера и завязана еще наша одна станция на 10 гигабит. Там подняли IPR в сервер. И по сути сейчас мы туда стреляем вот с нашими параметрами с таргетом в 10 гигабит. Вот вы видите, у нас таргет, да, там 100 миллионов килобит, короче, или бит в секунду. При этом все это мы делаем в реверсе. Мы стартуем, и мы с вами сразу видим, что у нас 2 порта в этом BE98, они 10 гигабитные. То есть мы внешний подсервер у нас висит конкретно на WAN заходит, и у нас получается 9,91 гигабит. Само собой, это все внутри сети. Все хорошо, внутри подсети мы с вами увидим. Если мы протестируем на внешний мир, многие там скажут, ай-яй-яй, нужно на внешний мир, но, к сожалению, правда такова, что на текущий момент очень многие провайдеры просто-напросто даже блокируют. Ну, мы сейчас, смотрите, мы на Вену, у нас там есть 10-гигабитный аплинк, если мы туда протестируем, мы увидим не больше 2,5 гигабит. Где-то на трассе кто-то ставит, грубо говоря, свитчи 2,5 гигабитные. То есть вот это вот максимум, что мы можем увидеть. Это, к сожалению, и это не от роутера зависит. Это зависит от того, что наша инфраструктура еще не готова для 10-гигабитных, скажем так, сетей. Структура Европы в том числе. То есть мы видим с вами, да, там на отдачу в пике стрельнула там больше 2,5 и упала до 1,9. Имеем, что имеем, с учетом загруженности сети. Кто-то же еще на этом свече сидит. То есть, и куда бы мы не тестировали, допустим, там, ну, давайте там на дату групп, где-то у нас сидят. То есть, когда-то, да, мы получали там 10 гигабит по очень многим моментам. У нас 10 гигабит на внешний мир. Благодаря нашему провайдеру, кстати. Вот, видели, троечка была в верхней, вот, на дата группе только что троечка раз стрельнула и все, опустилась. Вот где-то вот чего-то уже начинают, скажем так, трафик урезать. Но, к сожалению, есть как есть. Это не проблема нашего провайдера, проблема трассы. Вот здесь на отдачу, ну сколько там поднимет, 1,9 тоже, да, там, ну в пике там 3 гигабита можно где-то выделить, если Леша, наш монтажер, словит 3 гигабита, то вот так приблизит на весь экран, да, Леха, да, то есть
10 гигабит здесь чистые и честные. То есть внутри сети мы с вами там 9,91 получаем. То же самое мы сейчас переключаемся на другой комп. Вы видите, у нас здесь у нас линк 2,5 гигабита. Это мы проверяем одновременно. Мы уже проверили LAN 10 гигабитный на WAN 10 гигабит. Сейчас мы проверяем LAN 2,5 гигабита на WAN 10 гигабит. Мы просто запускаем iPerf, и он показывает в простом режиме на загрузку сюда 1,9, а в реверсе он покажет, грубо говоря, 2,37 должен показать. Это с учетом 2,5 плюс служебный трафик. Вот, пожалуйста, если мы запустим в реверсе, ой, не то нажал, поставил случайно левую штучку, то в реверсе 2.22, 28, 2.32, 2.31, ну вот, пожалуйста, такие вот 2,5 гигабита. То есть это честные ланы, честные ваны. Тут вообще к роутеру вопросов нет. Мы вот с вами сетевые конкретно моменты закончили и переходим к Wi-Fi. Так, следующее, что мы тестируем, это Samba сервер. Samba сервер обязательная процедура. Это подключенный к USB 3.0 диск. Обязательно мы копируем через 2,5 гигабитный порт. Ну, давайте копируем. И здесь у нас 168 мегабайт в секунду было пиковое значение. Копирует очень быстро. Samba сервера хватит абсолютно для всего. Это мы туда записывали. Подождите, а с него сейчас мы скопируем. Ну, еще раз копируем. 164 было в пике. Сейчас мы с него скопируем. Ну, давай. Копируем обратно на рабочий стол. Копировать. И здесь 182 мегабайта, 189. Я думаю, что 200 мы в конечном итоге получим. Если вдруг там чего-то там напряжемся, скажем так. Но нас интересует Wi-Fi. Wi-Fi, я вам говорю сразу. Дело в том, что для тех, кто думает, что здесь Wi-Fi 7, он прав. Но пока что на текущий момент Wi-Fi 7 здесь реализован без мультилинка. Это на момент съемки. Мультилинк обещают выкатить, когда выйдет обновление для Windows 11 24 H4, в котором будет поддерживаться мультилинк. То есть мультилинк для роутера готов. Но выйдет он тогда, когда начнет поддерживать Windows 11. То есть какая ситуация на текущий момент? Мы снимаем уже 1 февраля. Только в январе утвердили стандарт Wi-Fi 7. Роутер официальный, купленный в США. Но у нас есть момент того, что мультилинк не активирован до поддержки самой винды. То есть винды нету поддержки, ну что ж ты сделаешь. Есть у нас 2,4 ГГц, вот мы сейчас видим. Есть возможность сделать Smart Connect 5 ГГц 1. Это у нас до 160 МГц с каналами от 36 до 64, с поддержкой WPA3, WPA3 Enterprise, WPA3 Enterprise 192 бита. Есть вторая сеть, в которой тоже поддерживается 160 МГц с, скажем так, с DFS каналами выше от 100 до 140. И есть 6 гигагерцовая сеть с поддержкой 320 мегабит с возможностью выделения 320 мегагерц, господи, мегабит. 320 мегагерц с возможностью выделения в одну сеть 320 мегагерц. И с каналами от 5 в 320 до 85 в 320 мегагерц. Тоже с поддержкой WPA3, WPA3 Enterprise и Enterprise 192 бита. Но на текущий момент получить пресловутый коннект выше 2,8 гигабита у нас не получится. Вы сейчас видите скриншот с моего Asus ROG 7, который поддерживает там все эти варианты. И смотрите, какая ситуация. У нас коннект в 6 гигагерцах. У нас тут Wi-Fi 7 есть, Wi-Fi 7. И коннект у нас составляет 2882 мегабита. То есть для того, чтобы получить коннект выше, чем 2,8 гигабит, нам нужен мультилинк, поэтому мы ждем мультилинк. И скорость на смартфоне, само собой, не самое топовое устройство, мы получили
1.4 на 1.4. Ну, это как бы половина от линка в 2.8. Да, многих сейчас ждет разочарование. Разочарование в чем? Нет, просто слишком рано заявляться о максимальных скоростях. Максимальные скорости мы все получим где-то к концу лета. А сейчас февраль на момент съемки. Возможно, вы уже смотрите это видео, когда уже есть это все дело. И советую смотреть обновления на нашем канале этих самых обзоров, потому что мы выпустим на этот роутер обзор, когда уже появится мультилинк. Это будет такой дополнительный обзорчик. И подписавшись и нажав колокольчик, вы его не пропустите, данный обзор. То есть в этом плане все есть. Смотрите, мы можем перейти сейчас на второй наш компьютер, на котором есть у нас 6 ГГц. Мы как бы должны с вами протестировать эти 6 гигагерцовые плюшки. Вот, пожалуйста, 807, вернее, Wi-Fi 7 802.11be, Wi-Fi 7 BE, BE 200-320 МГц с коннектом 2.4. Это адаптер Intel BE 200. И на текущий момент Intel BE 200 у нас, скажем так, тоже в винде 11 без поддержки MLO мы его не реализуем. При том, что мультилинк у нас будет реализовываться, ну, адаптер этот не умеет, допустим, 5+5. Мы могли бы сейчас 5+5 в 260 МГц сделать, и было бы у нас 320. Он умеет, например, 6+5, либо 5+24, либо 6+24. То есть, таким образом он MLO может. Но роутер пока не включил, Asus пока не включил эту поддержку на своих роутерах. Поэтому максимальную скорость мы-то здесь можем с вами проверить. То есть, если мы сейчас пойдем с вами в спид-тест, что мы можем там проверить? И это у нас будет там, 1.2, 1.3, 1.4, все те же самые показатели, там до 1.7 максимально я видел в пике на этом роутере. Но пока, опять же, рано говорить о производительности Wi-Fi для данного роутера. Это мы, кстати, тестируем черт знает куда. Очень интересно протестировать на внутренний сервер, именно попробовать определить, скажем так, максимальную дальность. Пока оно там тестирует, мы с вами сейчас все посмотрим. Давайте пробуем. Я думаю, что мы не получим тут какого-то мега топового результата. Ну вот, пожалуйста, 1.4, возможно, до 1.5 дойдет. Но опять же говорю, рано говорить пока о максимальной производительности данного роутера без включенного мультилинка. Мультилинк нужно ждать. Вот, пожалуйста, в 6 ГГц мы имеем такой результат. И такой же он будет в 5 гигагерцовом диапазоне. То есть абсолютно идентичный результат мы можем с вами получить. Проведу еще тест на своем смартфоне, вот так чисто, и он покажет приблизительно то же самое, 1.3, 1.4, то есть мы упираемся в 1.4 гигабита. То есть при том, что у нас есть такой же, скажем так, такой вот тест в 10 гигабит портов, 2,5 гигабита порта, именно ланов, один лан на 10 гигабит, все круто. Но по Wi-Fi у нас вот такая вот ситуация. Это и для 5 ГГц, и для 6 ГГц. Абсолютно идентичные результаты будут, вы не получите ничего другого. Мы можем стартовать тут и проверять чего-то другого. Но это Wi-Fi 7. Сейчас переключимся на Wi-Fi 6, интересно посмотреть его производительность. Ну вот 1.4, да, тут мы другого ничего не видим. Я могу смело этот компьютер выключать, тоже на загрузку, на дачу приблизительно одинаковый результат. Я могу смело выключать тот компьютер и включить Wi-Fi 6 на основном своем компьютере. Сейчас мы посмотрим, вот оно подключилось на Wi-Fi 6. Сейчас посмотрим, с каким коннектом. Вернем его сюда. С 2.4. С 2.4 и пойдем на спид-тест. В принципе, тут особо тестировать-то нечего. Интересно, 2.4 гигагерца, что нам покажет? Ну, это будут те же самые результаты там, в 5 ГГц для Wi-Fi 6. То есть мы не получим результат выше, чем 1.4 гигабита. А ну смотрим. 1.4, да. То же самое. То же самое. Это вот, кстати, мы на внешний мир тестируем. Тут вопросов нет. А знаете, что интересно? На какой-нибудь сервачок, на публичный, сделать на iPerf. Вот 100 гигабитный у нас есть сервак. Сейчас посмотрим. 5200, да? Давайте попробуем. Посмотрим, что он у нас покажет по Wi-Fi. 1.18, 1.36, 1.37.
То же самое. То же самое мы подтверждаем вот на внешний мир 1.37, 1.33, то есть до 1.4. Давайте подключим 2.4 ГГц и стартанем тот же самый тест. Ну, тут у нас, знаете, все стандартно хорошо. Почему? Потому что для таких роутеров у нас скорость выше 100 мегабит в 2,4 ГГц при условии засранности каналов. Это очень хорошая скорость. Тут вопрос у нас в другом. Как проверить дальность? Мы в нашей студии на 80 там, с чем-то квадратов пытались построить вот этот вот, скажем так, дистанцию, и при его мощности проверить нормально покрытие не удается, потому что покрывает примерно везде одинаково. Ну, само собой, при его-то цене получить какое-то слабое покрытие было бы, откровенно говоря, очень-очень плохим моментом. Поэтому проверить дальность при нашей квадратуре 80 квадратов невозможно. Мы везде получаем одинаковое покрытие с очень хорошим результатом. Обычно мы проверяем все наши роутеры. Здесь у нас не получается. Ну, то есть, что нам показать? Нам важно понять падение, а мы пока что его не получаем. В общем-то, по сетевым возможностям очень неплохо. Давайте с вами мы проверим, не проверим, а уже посмотрим, что же у нас есть такого уникального в самом роутере. Здесь мы видим сразу с вами интерфейс управления, в котором разделены все сети 2.4, 5 и 5 и 6. 5 клиентов онлайн, есть Network Traffic статус по сути, есть у нас iMesh. Если его ставить главным, ну это как бы и правильно будет, если строить уже mesh на Wi-Fi 7, то этот роутер должен быть главным. AI Protection стандартные у нас варианты защиты ваших устройств в паре, ну не в паре, а в ассоциации с Trend Micro, они это все делают. При этом у них есть блокировка вредоносных сайтов, двусторонний IPS, обнаружение, блокировка устройств зараженных в сети, это тоже прикольно. Достаточно расширенный родительский контроль, есть у нас фильтры сайтов и приложений по различным моментам. Ну, не буду показывать, 100 раз показывал. И вот одна из тех важных приоритетных плюшек, которые есть для этого Asus ROG. Это то, что они в этот Wi-Fi 7, это один из первых игровых роутеров на рынке в Wi-Fi 7 стандарте. О чем идет речь? О приоритизации игрового порта, о приоритизации игрового трафика через определенные порты, о OpenNAT, это те, кто играет в онлайн-игры, например, на своих консолях, на своих компах, они знают, насколько это важно. Вы можете включить переадресацию портов и создать свои игровые профили. Если кто-то думает, что сам по себе роутер сидит и анализирует трафик, вычисляет игровой, нет, все делается элементарно. Вы назначаете игру, например, вы играете в какую-нибудь игрушечку, сейчас выберем с вами как пример, в Dota 2, ну вот Dota 2, например, и выбираете IP-адрес вашего устройства. Например, я знаю, что у нас Алексей на ультре играет в какую-то фигню, например, вы нажали ОК, и все, и у вас просто включаете переадресацию портов, и он будет конкретно приоритизировать вот этот вот S22 Ultra согласно внутреннему игровому расписанию. Объясню, то есть если будет очень большое количество пакетов, то обычно это все делается в порядке очереди, то в данном случае S22 Ultra будет идти впереди всех, а остальные пакеты уже будут идти в порядке очереди. То есть вот таким вот образом это работает, если кто не знал. Есть Game Radar, хотя он для очень ограниченного количества серверов работает. Это что касаемо игровых функций. VPN, само собой поддерживает PPTP, OpenVPN, IPsec, WireGuard. У нас есть VPN Fusion и Instant Guard. Вы можете поднимать свой сервер VPN и делать различные туннели. Есть анализатор трафика. Вот, кстати, знаете, что здесь есть? Вот очень плохо. У нас есть Game Radar. Не-не-не. Сейчас ускорение игры. Здесь даже есть внутренний... Вот насчет аппаратного ускорения здесь, знаете, в чем фишка? Во-первых, вы можете приоритизировать устройство аппаратного ускорения. У нас есть QoS, и в ускорении игры есть приоритет игрового порта с игровыми устройствами. Например, если у меня Asus ROG Strix ноутбук, он у меня есть. Либо вы используете материнские платы с ускорением от Asus для игрового ускорения, то здесь это будет полная совместимость. Мы здесь тестировали на внутренние сервисы наших
провайдеров, О, видели, 2.8 было, только что в пике. Твою мать, 10-гигабитный порт. И местные провайдеры все сидят на 2,5 портах. Ну, это беспредел какой-то. То есть, что бы ты ни тестировал, ты будешь получать 2 гигабита. Это облом. Это облом. Провайдеры, апгрейдитесь уже скорее. Блин, что ж вы так... Дальше у нас есть с вами уже настройки такие прикольные, как беспроводная сеть, как я уже показывал вам. У нас тут есть стандартные настройки радиуса, списки блокировки перемещения, профессиональные настройки, настройки в каждом из диапазонов. При этом мы здесь, слушайте, у нас же здесь 4К QAM есть. Это очень немаловажная вещь. Теперь дальше. У нас есть с вами профессиональная гостевая сеть, ведь этот роутер можно использовать и для бизнеса. Это значит, что мы можем создавать гостевые порталы, например, знаете, как вот в заведениях там делают гостевой портал, подключайся к Wi-Fi, там рекламка какая-то. Здесь это тоже можно сделать. К тому же у нас профессиональная гостевая сеть. Мы можем делать детскую сеть, сеть интернета вещей для устройств умного дома с изоляцией, со своей безопасной. И, честно говоря, вот смотрите, у нас 2.4 диапазон с расписанием Wi-Fi, можно все сделать. То есть профессиональная гостевая сеть — это огромный плюс. Еще и создавать сеть VPN. Дальше в настройках локальной сети все в принципе стандартно, с поддержкой IPTV, конечно же, с поддержкой VLAN. Вот, пожалуйста, у нас есть параметры управления коммуникаторами. Мы можем очень четко управлять каждым из портов. Очень прикольная тема. Это есть вот в этом роутере, это я видел. Интернет. Конечно же, есть двойной WAN. Вот у нас сейчас стоит 10-гигабитный WAN. Мы можем включить двойной WAN и можем использовать, допустим, WAN и 2,5 гигабита LAN и сделать, скажем так, 2 LAN на отказоустойчивость или балансировку нагрузки. Так, есть у нас здесь переключатель портов, переадресация портов и, само собой, USB-приложение. USB-приложение у нас есть файл-серверы. Мы только что с вами тестировали Sambu. Есть у нас DLNA, это мультимедиа-сервер. Есть у нас iTunes-сервер. Когда вы туда видюшек своих накидали, я условно говорю, что вы туда накидали, и на телевизоре это будет выглядеть, или на ТВ-бокс, там выбрали DLNA и прямо оттуда кино смотрите. Можно поднять FTP-сервачок, а также здесь в USB-приложениях есть iDisk, это облако от Asus. Сервер печати, можете туда принтерочек подсоединить, 4G модемчик, Time Machine, еще и Download Master для торрент-качалки. То есть фактически торрент-качалочка. При его-то процессе это все можно сделать. Есть поддержка IPv6, брандмауэр, стандартное администрирование. Это то, что есть практически во всех роутерах Asus. Но здесь это чуть-чуть расширено. В общем, переходим, резюмируем. Больше мне вам здесь показывать нечего. В качестве выводов скажу, это самый топовый роутер, но и цена тоже топовая. Я здесь скрывать не буду. Для меня пока что не хватает мультилинк, и его завезут, это 100%, у меня есть уже подтверждение. Скорости вырастут, само собой, и я жду очень сильно его потестировать с сетевыми модулями Qualcomm 865, которые только выйдут весной, потому что там есть мультилинк и 5+5, и 6+5, и 6+2,4, короче. Будем пробовать и ждать развития этого самого роутера. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.